Сразу скажу, сначала поздороваюсь. Эй, привет! Но сразу скажу, что у меня есть разрешение от моей жены на все те эксперименты, которые творятся в этом автомобиле. Поэтому не надо сразу писать комментарии типа «Готовь яйца к тому, что их тебе отрежут», что Настя тебе пробьет сковородкой голову и так далее. Друзья мои, разрешение есть. Как у Джеймса Бонда лицензия на убийство, у меня есть лицензия на флирт. Ну, не больше, конечно. Итак, что делаем? Очень интересная, актуальная тема. Меркантильность наших милых дам современных в нашем современном милом обществе. Все очень просто. Познакомился на одном из сайтов, на сайт знакомств. Значит, довольно популярный, рекламу делать не будем. Значит, сайт знакомств, познакомился с девушкой. Сказал, что работаю в «Газпроме», езжу на BMW, и все у меня хорошо. Ну, соответственно, на свидание она согласилась очень быстро. Сказал, пойдем в ресторан. Едем, соответственно, на Рено к Макдональдсу у станции метро «Черная речка». Вот, собственно говоря. Ну, сначала я ее заберу, да, а потом поедем, соответственно, в ресторан. Но Макдональдс позиционирует себя как ресторан, так что здесь с меня особо ничего не возьмешь, как говорится. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Всем привет, кто еще не в курсе, теперь Везет и Яндекс объединились, и заказы, как и Uber, будут приходить от Везета в программу Яндекса Яндекс.Про. Поэтому, если ты катаешь Яндекс, Uber или Везет, welcome, все к нам, мы вас подключим. Таксопарк, такси, хайп. Неважно, на какой части России ты находишься. И что самое главное, у нас действительно моментальные выплаты не на словах, а на деле. Приходи к нам и зарабатывай деньги. WhatsApp в описании. Таксопарк, такси, хайп. А я подъехал, стою внизу. Белого цвета машина. Ага. Сейчас выхожу, шапка белого цвета. Хорошо, жду. Сейчас начнется. О, а вот и наша дама. Ищет, походу, другую марку автомобиля. Сейчас будет звонить мне. О. Алло. Алло, привет, а ты где? А я ж сказал, белая машина стоит. Вот ты напротив нее стоишь, подходи. Ну вот я тебе машу. Ну вот. В смысле? Я никакой BMW не вижу. А это не BMW, это Рено такой, знаешь, треугольник, ромбик знак. Вот я здесь, видишь, я рукой махаю, заходи. Это ты мне машешь? Это я машу, да, махаю, машу, прости. Привет. Привет. А ноги не отряхнешь, пожалуйста, а то у меня дорогая машина, и может что-то, воды много натечет, потом ее будет трудно чистить. Она просто, денег стоит. Вот так. Как дела? Привет. 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 Давай не будем обниматься. Ну, хорошо. А что случилось? Да что-то мне интересно. А что случилось-то? Мы с тобой переписывались, правильно? Ну, переписывались, да, и что? Ты мне что сказал? Про что? Что у тебя BMW там. Нет, не так это было. Ты мне задала вопрос. Я помню, в переписке это так звучало. Ты сейчас, где? Я сказал, что я еду по работе. А ты написал, в чем ты едешь? На какой машине? Я написал, на BMW. Но я тебя не обманул. Ты Так, а BMW это твоя машина или нет? Я что-то не пойму. Ну, ты же не спрашивала, моя это машина или нет. Просто BMW это рабочая машина. А это твоя? Или... А это моя, да. Черт, это даже не каршеринг.
Серьезно? Ну, это не Ты каршеринг. на этом корыте ездишь? В смысле корыте? Она 1 000 000 рублей стоила 3 Какого года назад. миллиона вообще? Ты мне говорил, что BMW. Ты хотя бы в «Газпроме» работаешь? Я в этот момент ехал на BMW. Это рабочая машина, я работаю в «Газпроме» водителем. То есть ты с девушками общаешься только когда ты на дорогих тачках ездишь, правильно? Я водителем в «Газпроме» работаю. И это служебная Ну, хоть не машина. дворником? Нет, водителем. А что, водителем Ну, то нормально? есть точно в «Газпроме», да? В «Газпроме» водителем на BMW, да. Ты спросила. Смотри, я тебя не обманул ни в чем. Ты спросила, на чем ты сейчас едешь? Я написал, на BMW. Я тебя не обманул. Ты где работаешь? Я написал, в «Газпроме». Ну, ты же не уточняла там должность, еще что-то. Ой, господи. А что чё такого? Да мне какие-то мудаки постоянно попадаются. То бомжи, блядь. То что? То какие-то, я не знаю, какие-то Какие? нищеброды, то бухие приходят, А то почему? теперь вообще... Нет, погоди, Сначала, а- говорит, на BMW приедут, А теперь, ш- ну, капец. А что, я Я не вообще-то понял. в ресторан собиралась. Так мы одевалась. сходим в ресторан. Какой? В хороший. Шавуху поесть или что, я не пойму. Ну, На такой тачке? шавуха-то это не ресторан. А что за тачка-то? Она, я тебе говорю, она 1 000 000 рублей стоила 3 года назад. 1 000 000. 3 года назад. Да. 1 000 000 рублей. Капец. Я до сих пор кредит за нее выплачиваю. Вот. А что такого-то? В смысле, даже не наличкой? В смысле даже не наличкой? Так это 1 000 000 рублей. Ты представляешь, сколько это денег вообще? Охренеть. Сколько надо работать, чтобы 1 000 000 заработать? Это же очень Ну, много. вообще-то мужчина должен зарабатывать 1 000 000, чтобы обеспечить свою женщину, нет? 1 000 000 у вас в какой промежуток? В месяц? Ну, вообще в неделю. 1 000 000 в неделю? Конечно, конечно. В смысле? Я не должна работать, допустим. Ну, Вообще. А на что ты собралась 1 000 000 в неделю Ну, как тратить? волосы, ногти, ресницы, я не знаю, это все, ну, как бы, ну, это все денег. Ты собралась вообще-то. отбирать эти волосы, ресницы и брови у Киркорова, что ли, за 1 000 000 Нет, рублей? Ну, просто у нет, меня вопрос. просто, На что? На что такие ну, в деньги? смысле, если я пойду в дорогой нормальный салон, Ну. то маникюр, он стоит уже, Сколько? 1000, наверное, 5 точно. О, так сколько на 1 000 000 можно маникюр сделать, слушай. представляешь? Сколько? Раз в 3 недели. Ну хорошо, у меня зарплата 53 тысячи рублей. И еще нам 53 тысячи? и нам дают премию еще в Новый год. 13-я зарплата, Раз в еще год, да? 53 тысячи. А что такого? Ну, нормально. Смотри, еще 53 тысячи в год, по 5 тысяч раскидать на все месяца, как раз маникюр дорогой получится по 5 тысяч. Да, и деньги ты мне будешь выдавать как, под роспись или что? Ну, как Просто, под роспись? Слушай, я Ну, если залезала ты- в машину, ты мне с такой говоришь, типа, тачка дорогая, ноги стряхивай. Ну, Ты даже конечно. мне дверь не открыл. Ну, это капец вообще. Ну, я просто даже не знаю. Ну, здесь я согласен. Наверное, может быть, я должен был так сделать. Понимаешь? Я говорю, настоящие мужики, они просто как динозавры вымерли. Ты понимаешь, То какая- бомжи, я говорю, вот, ну вообще, что-то не везет. Я даже тебе могу честно сказать, я сначала даже хотел тебе цветы купить. Но просто в Что это, ты потом как-то передумал. в это время года зимой они очень дорогие, понимаешь? Ну, а что такого? Ну, они дорогие, реально. Мы лучше какое-нибудь лишнее блюдо в ресторане закажем. Дайте нам сосиски, вот эти вот, за рубль 20. Бутылку водки и все. Хоть Телефон, например, новый, нет? ты хочешь новый телефон Да, я на хочу первом новый свидании? телефон. Ну, на втором, как минимум. Так а у нас будет что-нибудь на первом, чтобы на втором телефон появился? Ой, я не знаю. У меня уже настроение пропало. Ну, а если мы сейчас в ресторан все-таки сходим, и А может ресторан появится... достойный вообще? Ну, конечно, я в плохие рестораны никогда не хожу сам и других не вожу туда. Сходим? Ну, давай попробуем. Ну, съездим, да? Давай попробуем. Пристегиваться надо, да? Ну, было бы, Да, ты же, наверное, боишься, что Чего? оштрафуют тебя, да? Ну, вообще, да, я не очень бы хотел платить лишний штраф, там... 500 рублей? Ну, а ты знаешь, на самом деле, 500 рублей это большие деньги. 500 рублей это бензин сюда, в эту машину, четверть бака. Между прочим, я как раз потратил 500 рублей вот на бензин, до чтобы меня сюда доехать, конечно. А ты что, живешь где-то? Я не Ну, я знаю. живу на юго-западе, а сюда я приехал через еще... я ехал по ЗСД и потратил еще 400 рублей на Обалдеть! ЗСД. Ну да. Это как вообще у тебя... Представляешь, что Весь лимит на месяц исчерпан? ты хочешь, наверное? вот ты хочешь уйти, да? Уйти. А я еще даже не... Я еще даже не окупил, да? А я уже потратил, смотри, сколько денег. Обалдеть. Ну, конечно. По платной дороге еще ездишь. По платной дороге, Вообще да. шикуешь, слушай.
Я просто не хотел опоздать к тебе, понимаешь? Я просто прикинул, что если я цветы не беру, то нормально получается, тогда я могу поехать по короткой дороге, по времени. Ну, короче, ты решил сэкономить на мне. Ой, я не туда поехал. Еще и дворами куда-то едем, ну вообще. А меня навигатор ведет? Нет, нормально, мы выехали как нужно, сейчас проедем. Так не, ну в смысле сэкономить? Как сэкономить-то? Ну представляешь, я сколько потратил уже, и как бы перспективы пока такие мутные очень вырисовываются. А мне бы хотелось, чтобы они были четкие. Перспективы мутные? А какие должны быть перспективы? Ну вообще? какие? А для чего ты пришла на свидание? Чтобы познакомиться вживую с нормальным мы познакомились, человеком, я нормальный человек, мы познакомились. Обеспеченный, и Так меня может обеспечить как бы. А чем я не обеспеченный-то? Ну я что-то 53 тысячи рублей в месяц зарплата. А что? 53? Серьезно? Ну, я могу показать справку, я распечатал, если Ой, что. Не надо мне справок показывать. Я такие справки сделать не могу. Так ты думаешь, что у меня меньше? Я завысил, что ли? Нет, 50, Возможно. 53 тысячи у меня. Кем ты там работаешь? Водителем в «Газпроме». Водителем? Да. А кого ты возишь? Разных людей. Я не под одним человеком. У нас там кого надо отвезти, того и отвезти надо. А что? Нет, ничего. Просто интересно. Ну, Просто я думала, что водители в «Газпроме» как бы, по-моему, побольше зарабатывают, нет? нет. Ну, у нас есть бесплатное медицинское дополнительное Обалдеть. дополнительное обслуживание, да. Ну, то есть, если Это вообще бы ты, например, вот вышла за меня замуж, тебе бы тоже было бесплатное Да медицинское слушай, обслуживание. ты золотой мужик. Ну да, между прочим, я не пью, я спортсмен. Ну, то есть, Конечно. у меня очень много Потому что бонусов. если ты будешь пить, это лишняя трата денег, да? Я в постели активен очень, несмотря на свои Ну, годы. это еще надо проверить, Что? подумать. На слово не поверишь. Ну как? То есть у меня там все данные очень хорошие, да, то есть все, так скажем, части тела хорошего, так скажем, размера, если надо. То есть, Могу увеличить, да? ну, До хорошего размера. если нужно. И 53 тысячи рублей в месяц зарплата. Обалдеть, 53. Вот. Ну. Вот смотри, Да. я захотела шубу. Что ты будешь делать? Вот, ну, как бы она стоит 53 минимум. Ну, Что ты возьмем будешь в кредит делать? В кредит? на тебя. У тебя... Ну, Ты а как? охренел? Так шубу ж ты носить будешь. И что? Оплачивать ты будешь, правильно? Ну, возможно. Возможно, но не точно. Нет, Ага. ну как, мы должны посмотреть, что за шуба там, как, чего. А вдруг я возьму кредит на себя, начну тебе оплачивать шубу, а ты уйдешь от меня. И что, я останусь с кредитом и Да, без шубы? Да. Так это ж неправильно. Останешься с кредитом, потому что, ну, как бы... Так бывает, несчастная любовь, слушай, ну... А что это за несчастье? Приходится чем-то жертвовать. А я не хотел бы жертвовать кредитом и шубой. Ну, то есть совершенно бы не Ну хотел. как, если ты любишь женщину, ты обязан покупать ей там что-то, одевать ее, правильно? Она не должна же в обносках у тебя ходить, правильно? Нет, ну я ж тебе предложил, берем, Вот телефон. берем тебе шубу в Вот кредит. я хочу телефон, например, Ну, да? хорошо, и что? Ну вот. Он тоже стоит, ну как бы немалых денег, 2 твоих зарплаты, слушай. Телефон? Да. Телефон. 2 моих зарплаты. Это что ты за телефон хочешь? Ну, iPhone, допустим. iPhone? Да. Ну хорошо, я же тебе говорю, и возьмем второй кредит. На меня. Ну, конечно, ты же будешь пользоваться айфоном. Если бы я Нормально. пользовался айфоном, то я бы есть на ты себя мне взял подарки кредит. вообще не будешь дарить? Почему буду? Ну, то есть мы тогда... Нет, я буду дарить тебе подарки, но просто если это будет подарок какой-нибудь, цветы, то тогда без ресторана, потому что я же на цветы потрачусь. А То есть это еще надо подумать, либо цветы, либо ресторан. Что правильно? значит подумать? Надо делать выбор просто. Слушай, а если 8 марта, то есть я либо цветы должна получить, либо подарок, либо ресторан. Одно из 3, правильно? Да. Ну и то, если, соответственно, все будет хорошо, как бы, ну и там мне не задержат зарплату, ну все будет нормально. Так, я что-то не пойму. А чего? Ну вот, Куда мы подъезжаем? ну вот ресторан Какой ресторан? Ты американский, Ты что, нормальный вообще? Макдональдс. А что? Ты что, дебил? Почему? В смысле Макдональдс? А что такое? Ну, в смысле, знаешь, сколько еда там стоит вообще в Макдональдсе? Ты видела, сколько там стоит молочный коктейль? 99 рублей. Я не это... А что? 99 рублей? Ты серьезно? Это ресторан? Это вообще забегаловка какая-то. Ну, какая забегаловка? Нормальный ресторан. Я тебя спросила. Ну, может, я тебе не за 99 небольшой возьму, ну, поменьше, там, за 70. А что такого? Я тебя спросила.
Ну что, спросила меня. Достойный ресторан? Ты не сказал достойный, чем? так это недостойный ресторан. Как недостойный вообще, ресторан? не Почему знаю. недостойный? А как недостойный? Американский ресторан. Капец, мало того, что ты так экономишь, ты еще и жадный. Жадный мужик, это, я не знаю, лучше бы пил, вот серьезно. Жадный мужик, это хуже, чем алкоголик. Это, Ну, это хочешь, я пить начну. Ну, так еще хуже будет. Ты будешь и бедный, и... Ну, Капец. тебе не угодишь, блин, прямо. Ну, прям не угодишь. Да я не вообще знаю. в шоке. Меня вообще на свидание никто... Блин, вообще, в МАК меня никто не возил. Это что вообще такое? Ну как? Как никто не... Я вот привез тебя... В смысле Мак? Не Мак, а Макдональдс. Мак, Макдональдс. Ну, так Какая это- разница вообще? Не, ну как, импортный ресторан, хорошие повара, там кухня очень хорошая, американская. Ресторан быстрой кухни, это вообще только в России так называют. Ну, как бы... Ну какая разница, мы же в России живем. Я понимаю, если бы я тебя из Америки сюда привез. Мы же в России, называется ресторан. Мы приехали. Я вот предлагаю тебе там покушать. Слушай, А что- потом ко мне поехать. Да ты что? Это зачем я к тебе должна поехать? Ну как? Там, ну чтобы, ну, ты же должна мне что-то за то, что я вот... ну, То есть я тебе... Я должна- проехался по ЗСД, заплатил Я тебе денег. должна дать за коктейль? Или что? Мне вот интересно. Ну, почему за коктейль? Там у них сейчас акция, у меня купон на пирожок просто есть вишневый, бесплатный. Мы возьмем коктейль и пирожок. Это вообще смешно. Почему? Ну, коктейль с пирожком же. А что? Он вишневый, между прочим. Черт, я даже наесться не смогу. Почему? Ну, я сейчас посмотрю, подожди секунду. Да не надо смотреть, слушай. у Не, меня- ну подожди, я посмотрю. У меня желание пропало вообще куда-то идти. Не, ну, на самом деле я могу купить тебе, вот я сейчас смотрю, 2 пирожка. Ну а что? 2 пирожка. Когда ты последний раз ел пирожки в Макдональдсе? Скажи, 2 тем более. Слушай, если на то пошло, вот если так подумать, нахрена мне мужик, если я вот это все могу сама себе купить? Если ты даже мне ничего... Вот ты даже меня сводить никуда нормально Нет, ну не подожди, можешь. тебе мужик не нужен, а мне-то женщина нужна, я вот к чему, Ну, это твои понимаешь? проблемы, слушай. Не, ну мы сможем же потом поехать ко мне? Вот ты так не Нет. ответила на вопрос. Не сможем. Почему? Ну, потому что у тебя 2 руки, вот и пусть одна тебе помогает. Вот я что-то, я, пожалуй, воздержусь. Ну, на самом деле ты меня очень сильно расстроила, потому что, ну, тогда я не смогу тебе ничего купить, потому что, ну, это не очень как бы получается. То есть я трачу деньги, а ты как бы у нас А ничего я? не получается. А я что? Ну, Что я? Не знаю. Ну, А я не даю тебе за пирожок за 2. Черт. Ты знаешь, и даже я тебе могу сказать, что я не смогу тебя даже обратно отвезти, потому что, ну, это бензин нужно будет тратить, а я Серьезно? здесь выскочу. То есть Но если у нас ничего не мы получается... поехали с другого конца города, да? Ну, Ты меня вез. и И что? я должна как бы добираться сама? Серьезно? Ну, тут же есть там автобус какой-то, я не знаю, ты можешь Пипец. там такси вызвать. Слушай, Ну, вот я у не тебя, могу вот, ничего слушай, вот сделать. у тебя есть мой номер, да, на телефоне? Ну, есть, Удали да, его, да. пожалуйста, вот прям при мне. Зачем? Потому что не надо мне больше никогда ни звонить, ни писать. Вот я тебя заблокирую, мне вот вообще наше общение нахер не надо. Слушай, давай пока. Вот у меня нет настроения, желания, все, давай, короче. Нет, ну а чё за пирожок? Напишите в комментариях, кто бы дал мне за пирожок. Простите, за 2 пирожка с вишней. Вот напишите. И вообще пишите, что бы вы хотели, женщины, получить на первом свидании, чтобы отдаться такому прекрасному, богатому, перспективному и ни разу не душному мужчине, как я. Пишите, обязательно